И мы успели, мы справились. Мы очень не любим делать, знаете, какие-то стандартные такие кубики. Это и есть такой архитектурный прием, как сделать резонанс, учитывать такие фасадные материалы, которые правильно будут стареть. Ребята, всем привет! Сегодня я вам расскажу про то, как правильно выкопать вот такую вот траншею, котлован и разместить в ней колодец из бетона. Конечно, это шутка, и наконец-то мы добрались до коттеджного поселка Ренессанс Парк, в котором строим 3 дома 3 друзьям. Для тех, кто забыл, мы несколько лет назад, достаточно давно, начали проектирование, затем построили эти дома, но ребята строятся очередями, они то строят, то не строят, то какие-то политические моменты, да, влияют на ход строительных работ. Поэтому у нас движется работа не очень быстро, но тем не менее я решил наконец-то заехать сюда и показать, как здесь идет у нас стройка. Вот один из домов у нас был построен еще в том году и до сих пор стоит. Единственное, что мы закончили полностью гараж. Вот этот вот дом, он сейчас, наверное, имеет такой самый законченный вид. И, конечно, мы очень сильно торопились, чтобы успеть закончить все мокрые работы, все фасадные работы с приклеиванием керамогранитной плитки на фасад до холодов. И вот сегодня как раз первый день, когда наступили холода, и мы успели, мы справились. Вчера керамогранит был весь уложен. Пойдемте смотреть, как он выглядит, этот дом, со всех сторон. Обратите внимание, какая форма образования у этого дома. То есть наша команда Аркси, мы очень не любим делать, знаете, какие-то стандартные такие кубики. Мы всегда играем над формой, и поэтому наши заказчики всегда довольны уникальными объемами и таким органичным, новым, каким-то свежим видом своего дома. И вот, например, здесь, несмотря на то, что сама геометрия кажется достаточно сложной, компоновка дома очень правильная, здесь удобная эргономичная планировка, но за счет вот этих ломаных таких объемов балконов, свесов, которые повернуты не параллельно перпендикулярно основной части стен, да, а немножко развернуты от него, то они вот создают такую ломаную динамику. И если вы посмотрите, то все фасады у нас сделаны из подвесной системы, на которой находится у нас крупноформатный керамогранит. Честно вам скажу, мы с заказчиком очень долго подбирали такой керамогранит, который бы у нас подходил по бюджету, потому что сейчас весь керамогранит стоит каких-то колоссальных денег, особенно крупноформатный. Вот эта вот плитка, да, которую мы смогли подобрать, она нам подходила и по качеству, и по рисунку, и по цветам, и по размерам. Вот в данном случае вот этот лист керамогранита продается размером, по-моему, что-то 1,20 м, он будет 1,20 м, 1,50 м на 2,80 и 3 метра. И он нам обошелся 7800 рублей квадратный метр, что для крупноформатного керамогранита это считается очень хорошая цена. Ну, а если еще там поискать со всякими скидочками, то еще можно сэкономить. Далее, у нас на фасаде используется всего 2 цвета. Это вот такой антрацитовый, такой темно-серый цвет. Причем прикольный, что он такой и немножко под бетон, и немножко под камень. Ну, понятное дело, я вам сейчас показываю незавершенный фасад, это все отмоется, это все будет очень красиво, достойно выглядеть, но сейчас вот просто в целом так для понимания. И также есть еще светлый керамогранит, он тоже такой выглядит немножко под бетон, такой под опалубку, прикольно. Коллекция называется у Эталона, фабрика Эталон, коллекция называется Millennium, запишите себе, потому что реально цена-качество и фактура, вот такое классное решение. Дальше у нас на фасаде есть еще планкен, это косая такая доска, которую мы устанавливаем в данном случае вертикально. Вот видно, на 2-м этаже уже весь этот блок обшит и покрыт специальным составом, маслом. То есть я прям, знаете, очень часто клиентов отговариваю, которые слышали, что покрыть какой-то морилкой, там, лаком, какими-то пропитками. Мы постоянно их отговариваем от этого и настаиваем на том, чтобы дерево обрабатывалось только маслом. Потому что масло, оно впитывается в древесину, и оно защищает и от ультрафиолета, и от разных там других воздействий природных. Вот. Не просто на поверхности, да, как это делает лак, который образует пленочку, а прямо в глубине дерева. И дерево себя очень достойно, хорошо ведет, если вы соблюдаете технологию, да, если вы правильно прошлифовали и покрыли затем в 2 слоя. Дальше у нас здесь еще будет подшивка потолков, вот ее сейчас нету, и когда она появится, архитектура будет просто фееричной. Так, ну что, теперь давайте подойдем, наверное, поближе, расскажу вам, что еще использовалась технология. Погнали!
Вы, наверное, обратили внимание, что здесь у нас есть такое угловое остекление, которое мы очень любим, потому что оно архитектуре придает некой легкости и при этом выполняет функциональную часть, что равномернее освещает гостиную комнату. Собственно, у нас здесь как раз есть гостиная комната, столовая и кухня, да, и вот как раз этот свет, который попадает вовнутрь, да, то есть солнце как раз вот движется, и оно равномернее освещает, и у вас всегда много света, и за счет того, что остекления много, и оно достаточно такое панорамное, широкое, то у вас природа, она как будто заходит в интерьер и размывает границы стен, тем самым у вас пространство кажется визуально большим. Но при этом, обратите внимание, вот эти большие такие эффектные нависающие формы, они с одной стороны очень тяжелые, и они как бы давят, но с другой стороны это и есть такой архитектурный прием, как сделать резонанс, как сделать архитектуру более значимой, более цепляющей, что ли, да, то есть когда архитектура безликая, ты на нее посмотрел и ушел, и не вызвала никаких эмоций, да, а здесь же я сейчас нахожусь, я понимаю, что это огромная консоль, которая висит просто над моей головой, она безумно тяжелая, и это очень такой прикольный эффект. А во-вторых, это еще и функциональная часть, потому что здесь у нас как раз находится кухня, здесь у нас как раз находится столовая зона, и мы можем отсюда вынести продукты, да, здесь поставить столик, здесь кушать, сидеть с друзьями, кайфовать. У нас как раз здесь ничто не закрывает нам вот такой перспективный вид туда на коттеджный поселок, и при этом здесь вот это озеленение, которое будет в ландшафте использовано, оно как бы создаст такую приватную, такую атмосферу. Это очень круто. С этой стороны здания также имеет много таких консольных выступающих элементов. Это вот, видите, над кровлей выступает элемент, который защищает террасу. Следующий элемент, он защищает, как, получается, как навес вот технической зоны, где у нас вход в котельную, в склад. Здесь же у нас такой навес перед бассейном. Как раз бассейн очень прикольный такой эффект мы использовали, когда две прямо противоположные стены стеклянные, не как обычно делают углом, да, остекление, а когда они друг напротив друга, и когда бассейн просматривается насквозь по длинной стороне бассейна, и получается, как будто, когда ты там плаваешь, ты все время смотришь не в стену, а ты все время смотришь вдаль, в перспективу, в природу. Ты, получается, в бассейне доплыл, развернулся, и у тебя с обратной стороны тоже природа, тоже продолжение. Это очень круто. Вот. Обратите также внимание, что внутренние части, которые находятся под навесом, они у нас сделаны из планкена, и это лиственница, которая покрыта маслом. Кстати, недорогое и очень эффективное решение. Я понимаю, что у нас прям вот большинство людей, которые там, у которых были дачи когда-то деревянные, они очень сильно боятся дерева, говорят, ой, дерево это очень опасно, его поведет, и у него все будет плохо. На самом деле, ребят, это не так, это глубокое такое древнее заблуждение, да, когда вот нашу вагонку, которую покрывали не пойми чем, или вообще ничем не покрывали, ее вело, и вот это как-то в голове отложилось. Если вы берете хорошую древесину, например, лиственницу, которая высокого сорта, то есть в ней маленькое количество содержания сучков, например, экстра или прима, да, два основных сорта, и потом покрываете в 2 слоя маслом, то вы как бы все дерево запечатываете, и его, конечно, его немножко крутит, с ним бывают какие-то приколы, но так, чтобы оно там развалилось, растрескалось и было все ужасно, это не, ну, такого не будет, я вам точно гарантирую. Особенно, если используется подшивка кровельная, которой сейчас пока еще нет, но она также будет выполнена из лиственницы. Так вот, отделка из лиственницы у нас, видите, выполняется в тех местах, где это важно для тактильного восприятия, ну, кроме, наверное, технической зоны. То есть вот мы выходим на балкон из спален, из кабинетов, у нас вот приятная такая тактильная потрогать его, просто посмотреть на дерево, потому что это все-таки не повторяющийся рисунок, и на него можно долго смотреть. Выходим на тот балкон, выходим на этот балкон, где-то внизу ходим, то есть где человек находится в непосредственной близости с домом, там дерево использовать правильно. Во-первых, оно приятно выглядит, а во-вторых, оно как-то, ну, видоизменяется, то есть правильно, можно сказать, правильно стареет. Вообще это очень важный, на самом деле, параметр архитектора — учитывать такие фасадные материалы, которые правильно будут стареть. Почему, например, штукатурка декоративная — это плохо? Конечно, это самый дешевый вид отделки, штукатурка, я имею в виду, но керамогранит намного дороже. Но керамогранит, он правильно стареет, он выглядит как практически как камень. Древесина, она правильно стареет, она со временем из вот такого коричневого, темно-коричневого цвета станет немножко более такая серо
коричневое. Но это правильное старение, оно как раз позволяет выглядеть более натурально, более природно. Сейчас вот мы пока стоим здесь еще просто везде там все перекопано, никакой красоты нет. Но когда появится зелень вместе с вот этой вот отделкой древесины, она будет очень гармонично смотреться. Теперь предлагаю познакомиться с начальником участка, который более подробно расскажет про техническую составляющую, как этот дом строился, какие здесь технологии использовались. Погнали наверх, будем общаться. Для тех, кто не знает, мне 35 лет, меня зовут Дмитрий Просолов, и каждый раз, проходя по стройке, я не могу пройти мимо вот этого. Я думаю, у каждого из детства это осталось, что ты идешь, просто весь загружен делами, и ты такой: о, тонкий лед, и как же его хочется вот так вот. О, какое испытываешь неимоверное крутое состояние, когда это делаешь. И просто невозможно остановиться, да? Кто из вас так не делает? Напишите в комментариях. О, эстетический оргазм просто. Ну давай, Не, Паш, давай я сам. я начальник участка, Дим. Я все Нет, ну серьезно. Не, ну подожди, давай. Я просто не могу тебе дать эту метлу в таком виде. Подожди, Да. давай. Не, все, давай, вот- все, давай быстренько уберу Ну, хорошо. и погнали. Она уже приклеилась. Да, вот здесь постарайся, Дим, получше. Так, я не понял, что началось-то. Хотя бы так, все. Итак, ребят, смотрите, какие у нас нарядные рабочие. Это, собственно, плиточник высшего разряда. Это у нас кладочник. Вот. И у нас очень действует строгий дресс-код. То есть, если ты не в белой рубашке или там не в белой шубе, то на строительную площадку ты не допускаешься. Вот. На самом деле, конечно, я поймал ребят, это наш начальник участка со своей супругой, и я его поймал. Они уже хотели уезжать на день рождения, но я говорю: ребят, сначала расскажите про технологию, вообще, что мы здесь использовали. Поэтому Павел, да, начальник участка, он как раз сейчас нам подробнее расскажет, какие технологии мы здесь в данном случае использовали. Да, все, супруга может идти, спасибо. Всем здравствуйте, меня зовут Павел. Да, Дмитрий, Паша, какие вопросы? Расскажи, пожалуйста, вот что здесь особенность такая, вот почему у нас здесь такой пол, по которому ты ходишь и чувствуется, что он не приклеен? Ну, это фальшпол, а на специальных регулируемых опорах. Как вы видите, это керамогранит X2. Его используют исключительно только на улице, на эксплуатируемой кровле. Толщина этого керамогранита 20 миллиметров. Мы давайте все будем всегда помнить, что мы строители измеряем только исключительно в миллиметрах. Миллиметрах, да. И я тебя сразу перебью. То есть наши заказчики не знают даже о существовании таком, что существует толстая плитка, толстый керамогранит. Они когда ходят, они говорят: блин, это же ненадежно, это сломается. Да, поэтому как раз 2-сантиметровый керамогранит, он придуман для вот такой вот, для такого фальшпола, на котором можно там, не знаю, что-то тяжелое поставить, с ним ничего не будет. Да, можно установить колонки, столики, лежаки, можно танцевать, и ничего ему не будет. Гарантия, ну, я думаю, пожизненная. А почему мы приняли именно это решение? Всегда можно его поменять. Так, то есть первое преимущество, он заменяемый. Если его вдруг разбили, поцарапали, что-то с ним случилось, его можно заменить. Да, что то есть еще? берется обычный крюк, достается и меняется. Ну вот у нас, смотри, сложная геометрия с тобой, да? Да. Поскольку у нас любые большие плоскости, они должны быть предусматривать разуклонку, чтобы вода уходила в стороны. И получается, что на таких больших ломаных плоскостях у нас есть вот эти вот хребты, Все правильно. которые некрасиво выглядят. Да, все правильно. У нас местами доходит до 150 миллиметров, и если бы мы этот керамогранит клеили, как обычно его клеют внутри помещения, то наша кровля была бы перегружена, что не есть хорошо. Ну, перегружена, и она бы имела вот эту вот разуклонку, всю такую некрасивую, да? Да. А заказчик как хочет? Он хочет выйти, вот, посмотри, здесь видно очень четко, что у нас плитка подходит прямо к окнам, и заказчик хочет выходить к себе на веранду, идти, чтобы у него все было ровненько, красиво, мы сохранили плоскость, а разуклонка, соответственно, она у нас под керамогранитом. Когда идет дождь, вода стекает, посмотрите на аккуратные швы, они у нас 2-3 миллиметра. Вода стекает вовнутрь и уходит в систему скрытого монтажа, куда стекает вода.
Да, и получается, что у нас все красиво, эксплуатируемо. Если где-то что-то забилось, какие-то листья, мы просто поднимаем плитку, там, почистили керхером, обратно Всё поставим. правильно, всё Это правильно. раз. Второе, да, вот то, что я вам ранее рассказывал, что у нас на вот территории, где находится хозяин, там как раз используется косой вот этот вот планкен, и он очень приятный в жизни. То есть, когда мы смотрим на фасад издали, в принципе, разница искусственный материал, не искусственный материал выглядит одинаково. Но когда ты здесь находишься, а здесь по-любому, я уверен, там Сергей, хозяин, купит себе какие-то, поставит зелень, какие-то туйки, там поставит столики. И здесь будет приятно проводить время, тем более под навесом у нас везде, как вы видите, навесы, что позволяет там функционально использовать эти помещения, а не просто как бы под дождем находиться. Вот. И как раз вот это тактильное восприятие с древесиной рядом, оно очень приятное. Вот просто дерево рассматривать, видно сразу, что это натуральный материал. Но, а как же оно монтируется? Вот так же, как и керамогранит? Или есть какая-то разница? Не как керамогранит, у него система скрытого монтажа на специальные клеймера, их не видно. Подсистема у нас идет из металла, зацинкованного профиля. А дальше монтируется аквапанель, это цементно-сружечная плита, как раз ее используют исключительно только на улицах, либо в мокрых помещениях. Ну а потом уже крепится система скрытого монтажа и, соответственно, дерево. Смотрится гармонично, и дом кажется теплым. Если бы не было бы это дерево, то, мне кажется, дом Да, казался вот эта вот бы теплота мавзолеем. натурального древесины, она, конечно, очень классная. И для чего же нужен вот этот косой уклон в планкене? На самом деле он нужен для того, чтобы, когда у нас рейки сами идут горизонтально, для того, чтобы не видно было подсистемы. Здесь, конечно, она видна, но есть большое преимущество. И это преимущество заключается в том, что такой фасад, он вентилируемый, и за эту древесину проходит воздух, идет там по подсистеме и где-то выходит. Таким образом, древесина не гниет. То есть там не собирается избыточная влажность, и все это дело вот так вот вентилируется, и таким образом древесина стоит очень-очень долго. Вы, наверное, обратили внимание, да, что у нас вот эта подсистема – это такие металлические кронштейны, которые приделаны анкерами, в данном случае к парапету, выступают вперед. Затем у нас стоит вот эта вот аквапанель, и к ней уже приклеен керамогранит. Так вот, собственно, вопрос. А надежная ли эта система и как она вообще крепится, в принципе? Система надежная, если ее правильно использовать. Вот мы сейчас, обратите внимание, смотрим, очень популярный это керамоблок, он у нас пустотелый. Если мы будем использовать обычный анкер механический, обычный кронштейн, то никакая компания, то есть ни один производитель не даст, а также не даст монтажник на данную работу гарантию. Ну, да, для этого мы используем специальный химический анкер. Мы пробуриваем, делаем отверстие перфоратором керамического блока, вставляем туда специальную втулку в виде сеточки, заполняем его, соответственно, химическим анкером. И, соответственно, и на этом составе он держится. То есть он, получается, вот в эти полости попадает, заполняет их, и поэтому в этом месте, где проходит сам кронштейн, он крепко держится, да? Все верно, но это еще не все. После этого мы вызываем на объект экспертизу данного производителя, где закупаем подсистему. Обязательно вызываем экспертизу. Экспертиза стоит бесплатно. Приходит специалист и производит на вырывание и дает уже целый спектр анализов на нагрузку. Ну, в принципе, так и будет долговечно и Вот, долго. получается, что очень популярный вид материала – керамоблок, но есть особенность, да, что обычные дюбели в нем не работают. Это либо химический анкер, либо такие специальные анкера, которые существуют, но очень мало, и они тоже дорогие. Вот. А также хотелось отметить, да, что у нас получается вот эта вся вент-система. И вот, кстати, на потолке есть вот кусочек подвесного потолка, который выполнен вот в такой рейке декоративной из лиственницы. И сделано это как раз было для заказчика, когда он сюда приехал, он посмотрел и принял вживую, как у него это будет выглядеть. Соответственно, он это дело согласовал, и сейчас все потолки, которые выполняются у нас вот на нависающих консольных частях, они будут выполняться вот этой технологией. То есть это идет лист фанеры, покрашенный маслом, да, покрытый маслом, и вот эти вот рейки из лиственницы. Кстати, надо отметить, что это решение такое достаточно недорогое, но очень эффектное, да, в жизни. Вот. И, собственно, это решение, вот как оно будет стыковаться с нашей подвесной системой. То есть вот
как они будут, через что стыковаться? Ну, там будет зазор? У них обязательно будет зазор примерно 10 миллиметров. И в этом зазоре будет идти по контуру подсветочка. Цветовую вот гамму вот мы решение. еще пока не знаем. Да, вот такое будет решение. То есть вот эта подсветка, она будет как раз подчеркивать вот наши высокие такие, большие, вернее, консоли. И при этом вот это вот деревянный такой вот ламели, они будут прикольно делить на, ну, создавать какую-то такую детализацию, да, высокую. Да, чтобы это всё не было верно. плоским, а чтобы вот все было очень гармонично. Павел, скажи, пожалуйста, а вот почему у нас там на том балконе идет фальш-пол, а здесь у нас будет обычная вот разуклонка? В чем логика? Ну, здесь нету таких больших изломов для того, чтобы сделать такую серьезную разуклонку. Поэтому было принято решение между проектировщиками и заказчиком, что мы просто здесь произведем обычную механическую, механизированную стяжку. И керамогранит будет тот же, X2 марки Эталон Millennium. И будет он у нас монтироваться на клеевой системе. То есть просто будет разуклонка клей. от дома Да, и туда на улицу. Да, все верно. Так, а какое решение дешевле получается? Приклеить или все-таки регулируемая Оно опора? одинаково. По деньгам приблизительно выходит По одинаково. деньгам приблизительно одинаково. Мы составляли, в принципе, делали небольшую такую аналитику по этому поводу, что даже на большой террасе, где мы были на первом балконе, там на процентов даже 10 было дешевле, нежели на клеевой системе. Потому что сама по себе регулируемая опора, она недорогая. Там в районе, не могу сейчас по памяти вспомнить. Ну, да. Но мы напишем снизу. Так. Да. Почему По же тогда дешевле? практичности. Потому что здесь раствор еще дополнительный, да? Стяжка? Стяжка, керамзит, стяжка, плиточный клей. Это все стоит сейчас денег. Понятно, понятно. Хорошо, спасибо. Да, ну, собственно, видишь, у нас уже с тобой стройка заканчивается, уже зима, нужно консервироваться, сдавать заказчику, поэтому спасибо, что остались, Спасибо, Дим. задержались до дня рождения, давайте езжайте, отдыхайте. Все. Вот. А мы Спасибо. еще обязательно этот дом поснимаем, когда только его закончим, вот у нас Всего уже все доброго. будет готово. Ну вот, собственно, такой у нас получился обзор, долго сюда не приезжали, но наконец-то добрались руки, ноги, мы сюда приехали, и сейчас снимаем много обзоров по разным нашим стройкам, потому что, в принципе, давно не виделись, работы в этом году было очень много. Скоро мы будем, кстати, снимать наш любимый коттеджный поселок. В общем, следите. Обязательно напишите в комментариях, как вам этот выпуск. Понравился, не понравился, может, какие-то были вопросы у вас или сомнения. И вообще, нужно ли подробнее снимать про этот объект? Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Просолов и канал «Современный дом». Пока-пока.